Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Алексей Кузьмичев. В этом видео я бы хотел вам показать, как при помощи шаблонов можно быстро и качественно создавать фотокниги в фотошопе. Давайте для начала рассмотрим шаблоны, как они выглядят и как с ними работать. Итак, в данном случае вы видите на экране у меня уже готовый разворот для фотокниги. Данный разворот предусматривает размещение одной фотографии на нем. Как видите, она здесь как раз и размещена. И теперь давайте сразу же перейдем в папочку, где представлены все варианты различных шаблонов. Как видите, здесь у нас 6 папок. Они у нас разбиты как раз по самым популярным размерам для ваших фотокниг. То есть у нас есть здесь развороты для фотокниги 20 на 20 сантиметров, для фотокниги 20 на 30, 30 на 20 и так далее. В общем, все самые популярные форматы здесь представлены. Теперь давайте перейдем в любой из наборов и посмотрим, какие развороты у нас здесь есть. Как видите, здесь представлено 20 вариантов различных. И один вариант, самый первый, который называется 00, это вариант для обложки. Для того, чтобы начать работу, вам нужно всего лишь выбрать любой понравившийся макет, добавить его в Photoshop и разместить на нем ваши фотографии. Делается это очень элементарно и очень быстро. Сейчас я покажу, как все это происходит. Итак, к примеру, вы выбрали вот такой вот макет, где представлены у вас две фотографии, фотография 1 и фотография 2. Чтобы вам было проще размещать здесь фотографии, я сделал специально два слоя. Это фото 1 и фото 2. Также у нас здесь еще есть нижний слой, который называется BG. Он отвечает за фон вашей фотокниги. Здесь в данном случае я уже добавил фон вот таких вот досочек красивых. Сюда также вы можете помещать абсолютно любое изображение. Также вы можете сюда добавить, к примеру, какую-либо текстуру, либо размытое фото. В общем, все, что вам нравится. Здесь ваша фантазия абсолютно ничем не ограничивается. Создаете все так, как вы хотите. Итак, давайте теперь разместим здесь наши фотографии. Выбираем снимок, который мы хотим добавить в нашу фотокнигу. Копируем его. Ctrl-A, Ctrl-C мы нажимаем. Возвращаемся в наш макет и вставляем. В данном случае мы хотим заменить фотографию под номером 1, поэтому выбираем здесь на палитре слоев слой фото 1 и нажимаем Ctrl-V, либо пункт редактирования, вставить, как вам удобнее. После этого мы нажимаем клавишу Alt и применяем нашу фотографию к слою фото 1. Как видите, сразу же наша фотография вписывается в макет. И нам остается только изменить размер нашей фотографии. Для этого мы нажимаем комбинацию Ctrl-T на клавиатуре, либо идем это и делаем через пункт трансформирования, свободное трансформирование. Вот таким образом. Уменьшаем просто размер. Как видите, я могу фотографию уже перемещать как угодно. За границы слоя фото 1 она у меня не выйдет. Это очень удобно. И позволяет вам очень легко и быстро размещать фотографии на макете. Вот таким образом. То же самое можем сделать и со вторым изображением. Также его просто берем, копируем и вставляем. Выбираем уже здесь слой фото 2, вставляем сюда, применяем его к нужному слою и уменьшаем размер, так как нам нужно. Вот таким вот образом. Нажимаем дальше Enter. И все, как видите, наш разворот с вами готов. По такому же самому принципу вы можете работать с абсолютно любым разворотом из представленных в наборе. Также вы можете комбинировать данные развороты между собой, добавлять к ним различные стили, добавлять тень и так далее. Как это все делается, я подробнее рассказываю в видеоуроках. И здесь я на этом подробно останавливаться не буду. Ну что ж, вот таким вот образом я выполнил 5 разворотов для фотокниги. Как видите, вот так вот выглядит первый разворот, второй разворот, третий, четвертый и пятый. Как видите. Данная книга теперь уже полностью готова для печати. Остается ее только передать в типографию. И нам ее распечатают, сделают для нее переплет и отдадут вам уже на руки. Также давайте я еще расскажу, что входит в комплект помимо самих шаблонов.
Здесь, как видите, у нас есть папочка с уроками, которая называется Lessons. Папочка с различными декоративными элементами. Если мы сюда зайдем, то, как видите, здесь представлено около 20 различных декоративных элементов, которые вы можете использовать для декорирования своих фотокниг. И также представлено еще 25 различных текстур, которые вы можете использовать также для оформления своих фотокниг, для добавления фона под ваши фотографии и так далее. Ну что ж, вот таким вот образом вы можете работать с данным набором шаблонов. Как видите, все очень просто, все элементарно. И фотокнигу вы можете создать буквально за несколько минут. Ну а на этом все. Большое всем спасибо за внимание и до встречи.